Всем здрасте. В общем, как вы видите, супер непонятная обстановка. А, Захотелось все это вообще заснять и рассказать просто из-за того, что, ну, полный трындец, меня бомбит, и мне хочется об этом просто рассказать, особенно с учетом того, что у меня есть хоть какая-то аудитория, за что огромное спасибо, вне России. Просто вот хотя бы рассказать, что вообще происходит и причем тут вся эта история связана вообще с женщинами. Если вы поняли, это по названию ролика, потому что я заранее знал, что это будет за название ролика. Ам, Я даже вот в шмотках, которые в одежде, как бы я по улице ходил, ну, еще в куртке. У нас очень холодный май в Москве. Хоть я живу в России, но у нас очень холодный май, апрель, очень все ужасно. Дело в чем? У нас произошел скандал, невероятно сильный скандал, который меня выбесил, но он выбесил всех э, русскоговорящих. Но потом произошло еще кое-что, то, что я увидел на Ютубе у одной блогерши русскоговорящей, и вот поэтому как бы я вот с линейкой, чтобы всем бить по рукам, кто вообще возомнил то, что он какой-то непонятный бог и чел. А, Что именно вот прям последней точкой было? Есть такая блогерша, зовут ее Натуся Шерилми, Наташа Шерилми. Блогерша живет в Азии, все время живет в Азии, она из России, вроде бы из Санкт-Петербурга. Прикольный такой чил, поржать контент, но на нее кто-то высказался, какой-то пацан, тоже русскоговорящий, и он живет в Корее. Э, В итоге пацан наговорил себе дофига на статей, причем в Корее в том числе, и у меня будет отдельное обращение к Следственному комитету Кореи, поверь, пацан. Слушай, это попандос, потому что я, если отправлю запрос, блин, если я отправлю, это просто, ну, я задолбаю их, понимаешь, тут не вопрос не в связях, тут вопрос в том, что я задолбаю, чтобы тебя нашли и начали проверять, потому что ты себе наговорил просто какую-то лютую статью. Это первое. Второе, М, весь этот конфликт, он связан вообще с первым конфликтом. Есть у нас такой человек, как Виктория Боня. На нее очень такой влиятельный и очень известный телеведущий мужчина просто оскорбил, напал. Просто вот там был ужас полный. В итоге а, он как бы разрешил это чуть ли не всем, а он очень прогосударственный. И тут мой спич связан с двумя вещами, которые меня просто вот выбешивают, скажу честно, что это правда все на эмоциях. Так бы я вот, ну, вот, сидя на полу, я бы это все не записывал, честно. Это, скорее всего, будет с одного дубля, и все. То есть, как бы, единственное, что тут подготовлено, это микрофон, который у меня всегда есть, и он плюс-минус всегда заряжен. По факту у меня это все на телефон делается и на электроштатив, который, ну, видите, если я поворачиваюсь, то как бы за мной этот, ночью его зря покупал, что ли, он до хрена денег стоил. Все-таки он не дешевая штука. Надо, чтобы он хоть как-то себя окупал. История про Натуся Кашерелми. Она поругалась с каким-то пацаном в ТикТоке. Пацан тоже был блогером. В итоге пацан вместо того, чтобы что-то ей сказать по факту, что-то то, что-то не то, у нее есть к чему придраться, это факт. Вообще у каждого человека есть к чему придраться, особенно если он публичный. Каждый как-либо вытворял какую-то хрень и какой-то кринж, по его мнению. Окей, ладно. Он ушел в дикие оскорбления. Он почему-то считает, что из-за того, что он мужик, я не могу его таким назвать, он имеет право оскорбить, он имеет право переходить на личности, он имеет право просто вести себя невероятно хамски с пониманием того, что ты женщина, ты никто. Э, И тут я на это все смотрю и думаю, ну, блин, извиняюсь, эта блогерша Натуся Шерил Ми, она как бы такая, ну,
Она и сама может вдарить хорошо. То есть, типа, она девочка, кажется худенькой, хрупенькой, красивенькой, но как бы по факту она может вдарить, она может уничтожить кому-то карьеру. Это вот прям я уверен. А, И тут она начинает рассказывать все про него и показывать просто факты. И факты получаются такие, что это вот сразу обращение, и мы вернемся к этой всей теме, к Следственному комитету Южной Кореи, потому что, извиняюсь, у вас русскоговорящий блогер, который живет непонятно на каком основании, вообще непонятно на каких визах, это первое. Второе, он не скрывает, где он живет, в какие места он все время ходит и так далее, то есть его найти очень легко. И третье, самое главное, он не раз признавался, что он, типа, сейчас в отношениях, ему больше 18 лет, состоит с 13 или 14-летней девочкой. У вас все хорошо? Я понять не могу. У вас все хорошо? Ну, как бы с того, что я охренел, это ничего не сказать. То есть он вышел, начал оскорблять девочку просто с нифига, спит с 13-леткой, и непонятно на каких основаниях вообще в чужой стране. Гуляет по центру Сеула. Вы чё, вообще что ли все долбанули? Вы чё, конченые что ли? Но к чему это все предисловие и отдельный спич в Южной Корее? Дело в том, что я понял закономерность, ту закономерность, которую многие не увидели, даже те, кто в комментариях у Натуси Шарилмы. Почему связано Натуся Шарилмы и Виктория Маня? Потому что в обоих случаях единственное, что им могли предъявить, и это считалось самым главным и ужасным фактором, это то, что ты, твою мать, женщина, ты родилась женщиной, и вообще твое место у плиты, ты вообще, вот если ты заработал какие-то деньги, благодари всех, особенно мужиков, ни хрена себе. В целом, ну, просто для меня очень почетная, к примеру, профессия это там врач, да, в какой-нибудь больнице. Ну, в целом, все врачи женского пола, которые как бы, ну, меня обследовали, там, лечили, еще что-то, потому что бывает так, что я часто хожу по врачам, иногда просто чтобы обследоваться. Вам то же самое рекомендую. А, ну, в целом, все, у них профессия, значит, закончилась, потому что, ну, вы никто, да? Ну, пацаны, ну, что будем с этим делать? Что будем делать с тем, то, что теперь, к сожалению, врачей станет намного меньше? И вас некому будет вылечить. А если это будет женщина, то, ну, вы же тогда принципиальные, да? Ну, вы же держите слово, вы же принципиально не будете, как бы, лечиться у женщины, да? Понятно. В общем, дело в чем? Спич какой? Почему-то идет невероятный хейт на данный момент в сторону успешных женщин, каких-либо успешных, неважно, хоть она миллиардерша, хоть у нее просто есть какой-то там контент, и она хорошо на нем зарабатывает. И я сейчас не имею в виду какие-то провокационные контенты в виде 18+, или чего-то еще. Там может быть обычный YouTube-блогер, обычный развлекательный контент, и обычная небольшая компания, но она прям, ну, имеется в виду успешная, да, то есть она зарабатывает, там идет прибыль, как-то развивается. Везде, твою мать, минус. А, и у меня просто вот вопрос, когда мы дожили до того, что, если брать случай с Викторией Бони, а, мужик имеет полное право на федеральном канале. Что такое? Те, кто смотрит за границей, потому что этот ролик будет переводиться на все языки, как обычно. Спасибо всем, кто смотрит в субтитрах на разных языках. Федеральный канал это означает, что по всей России вот этот телеканал он 100% будет. Это вот прям факт. И у человека прайм-тайм. Прайм-тайм это означает, что это самое рейтинговое время за этот день. Вот, то есть рейтингового времени вот лучше не может быть. Какое право он вообще имеет оскорблять женщину за то, что она там сделала пластическую операцию? Причем очень успешную. Это одно с другим не связано, но я просто хочу подметить факт, что мне очень понравилось, как она сделала пластическую операцию. А, Второе. Какое право он вообще имеет кого-либо оскорблять? И
Самый главный спич, который я сейчас хочу вынести, довольно очень удивительный, что дело в том, что это очень прогосударственный. В России сейчас война, это уже можно в открытую говорить, что у нас война, об этом говорит как бы и президент, и пресс-секретарь, все говорят фраза «война». Это можно. Да, ну раз там говорят по телеку, значит так можно. А, Очень много мужчин, которые сейчас воюют. И это довольно нелегкая история для психики. Уж очень. И они на него смотрят как мотиватора, как еще, ну, как какое-то либо лицо, которое им скажет, что все круто, молодец, все будет хорошо, да. Поэтому им это, скорее всего, если они его смотрят, им комфортно это смотреть, они видят какую-то поддержку, это уже понятная логика психологическая, все окей, здесь вопросов нет. У каждого своя аудитория. Я в это не лезу. И в эту историю я точно лезть не хочу. А не будет складываться мнение, что они сейчас вернутся, у них будет совсем другая жизнь, потому что у них сломанная психика. И после этого они могут взять и начать оскорблять свою жену, свою дочь, свою сестру, свою мать, даже незнакомую женщину в магазине на кассе, потому что очередь большая. Ну, вот так сложилось. А он захочет ее оскорбить, он оскорбит. Ну, потому что мне так разрешили с телека, по телеку же можно. Какого фига вообще главной претензией стало в русскоговорящем а, интернете, вот так выражусь, а, оскорбление женщин по признаку того, что она красивая, она успешная, она еще... Ну, то есть, я уверен, что и меня могут к этому привлечь, еще что-то, но ладно с интернетом. Хорошо, это упустим. Я как человек, который был на зарождении Ютуба в плане того, что за кадром, но я с многими блогерами виделся, видел в том числе наглядно, как зарождался русский блогинг в плане рекламодателей, как там повышали бюджет, создавали крупные шоу, создавали мелкие шоу, как все это развивалось и развивалось. Русский интернет очень токсичный по сравнению с другими странами, это абсолютный факт. Если вы хотите, если вы иностранец, хотите снимать на русском языке, поверьте, вы найдете свою аудиторию, русским всегда это интересно, особенно вот сейчас этого дефицит чего-либо иностранного, но при этом всем вас будут так поливать говном и вот полной грязью, что в вашей стране никогда так поливать не будут. Это надо просто свыкнуться, привыкнуть и вот прям иметь железные нервы и такой щит самооценки, вот прям из стали. Но это все было в интернете, это все было в комментариях, это все было как-то, ну, как бы люди шифровались, было засекречено, еще что-то. Какого фига это стало на федеральном канале? Какого фига это стало адекватно? А какого фига это стало нормой? Какого фига какой-то пацан, который, которому больше 20 лет и в открытую всем орет в ТикТоке, в Ютубе, в Инстаграме, который запрещен на территории Российской Федерации. Хочу всем напомнить. Те, кто не знал, здравствуйте, вы можете вбить это в интернете и узнать. Очень интересная история там вышла. Э, Так почему он может в открытую говорить, что он спит с 14-13-леткой, и при этом всем оскорблять женщину просто за то, что у нее там была какая-то в жизни половая жизнь. Ну, в простонародье у нее был секс. Ни хрена себе. А пацан, а у тебя с 14-леткой, у тебя вообще все нормально. Ну, то есть, в целом, я ничего не вдупляю. Это просто какой-то, это какой-то сюр, это какое-то полнейшее оскорбление максимальное происходит на данный момент. Именно женщин за то, что они просто есть. Это не просто как-либо закрывают глаза, это поощряется, это разрешено у нас. Почему этот человек после Виктории Бони, он полез на другую женщину, к примеру, например, министра Италии? Я этого вообще не понимаю. То есть, ну,
Человек не последнее звено в медиа в России, уж точно. И его смотрят иностранные ам, политики. Я в этом уверен как-либо, потому что иногда через него ведут какую-то риторику государства. И из-за этого у него всегда есть какой-либо охват его высказываний. Но какое ты имеешь право оскорблять женщину, которая вообще стала премьер-министром? Она прошла ну, что? Какой в целом ты имеешь право? Я, честно говоря, что-то вообще меня это до сих вот я уже успокоился, пока вот это все вот поставил, пока приехал, когда это все вот начал говорить. Перед тем, как начал говорить, я уже успокоился. Я вот сейчас все это говорю, и меня опять начинает выносить. Я просто этого не понимаю. Я не понимаю, почему стало можно публично кого-либо вот так грязно оскорблять, даже не по факту. Да даже если по факту. Оскорбление — это одна история. Это просто неприлично. Ты мог бы просто взять и какие-то доказательства выложить. И без оскорблений все бы все поняли. Я что-то вообще не понимаю. Просто понятие оскорбления стало адекватным. Я понимаю, если бы они, к примеру, были друзьями, и это было бы не публично, у них там где-то за столом, они бы так друг над другом стебались. То есть, если обоим друзьям так можно, и их это устраивает, то почему бы нет? Это нормально. У вас выстроена такая коммуникация. Но публично это уже полный шлак. Ты можешь говорить каким-то своим друзьям о ней как угодно. Ты можешь что-либо вот говорить своим друзьям, когда у вас это вот общая вот такая общий стол, это все не выносится, и вы вместе обсудили какие-либо темы. Да ты можешь ее обливать грязью как угодно. Когда ты говоришь это публично, значит, ты разрешаешь всем остальным также себя вести. Это база. Это база маркетинга, база пиара, это база какой-то риторики, в том числе политсоциологической, потому что многие страны так делают. Через каких-либо известных людей преподносят, что можно, что нельзя. Это очень много где так ведется. Или через каких-то публичных людей начинают говорить, что вот теперь так нельзя. Ну ты просто перешел на оскорбление. Вот это 20... Ладно, уже забудем про эту 20-летку, потому что это уже будут проблемы правоохранительных органов Южной Кореи, правда. С одной стороны. С другой стороны, блин, 20 лет, ну, как сказать, пацаном родился, ничего не отросло, не понял вообще, что и как вообще в жизни, да. Ну ладно, окей. Ну, блин, я не знаю, у меня сейчас... я очень прошу прощения тем, кто будут заниматься субтитрами, потому что у нас это есть еще... У нас не все супер автоматизировано, как мне передали, и там будет еще... всегда проверяется вручную и что-то делается. Я очень сильно извиняюсь. Максимально. Извините. Вот. А, Пацаны, вы что творите? Я не понимаю. И самое удивительное, пошла огласка в России. Это прям стал бунт. Причем мужчины тоже вступились за женщин. Сказали, мы не поняли. Мы так себе не позволяем. И не позволяем не потому, что нам кто-то не разрешал, а потому, что мы просто не хотим опускаться до такого. Я их полностью поддерживаю именно с такой риторикой. А, Но при этом всем все начали закрывать на это глаза. Как человек может получать? Это вот третий наш человек, его тоже в России очень сильно обсуждали. Самый необсуждаемый — это вот этот пацан. Вот, но я думаю, скоро его начнут обсуждать, на самом деле. Не в том ключе, который он хотел, потому что там тоже есть, кроме его девушки 13-14-летней, тоже там есть... А, Если хотите, вбейте на Натусик Шариалми, там вы найдете ролик, один из последних. Может, это и последний даже ее ролик, который она выкладывала. Там много чего есть, я просто в афиге. И это не единственный кадр. Это просто не единственный кадр, при этом всем
его поддерживают, ему говорят, что он молодец, и поддерживают в том числе женщин. Я вообще этого не понял. И в этот момент, опять же, это будет выходить и в Китай в том числе. Как я вроде знаю, в Китае, наоборот, женщины очень сильно объединились, и как-то вот вообще не позволяют что-либо. Да, да там и мужчины тоже как-то вот, ну, все как-то вот по гендерным парам распределились. Это тоже, конечно, чересчур, но как-то никто никому не оскорбляет вот так публично, открыто, и что вот прям это нормально. А у нас что? А в русскоязычном интернете у нас что вообще? Вы чё, охренели, что ли, все? Я вот, ну, правда, я этого не понимаю. Я вот принципиально еще напишу, наверное, в дистрибьюцию, чтобы это ставили на промоушен, чтобы это вот прям промоутили еще отдельно по всем вот странам, где у нас вот это все выходит. Вот у нас последнее, что из промоушена прям в открытую было, это как сказать, это пох подкаст, если что, слушаем, смотрим. Вот. Я хочу, чтобы это было следующее на промоушене. Я хочу, чтобы все знали героев в лицо. Я хочу, чтобы все просто понимали, что Россия щедрая душа, но не к своим и не к женщинам, но это нормально. Ну что, вам нравится? Вам нравится вообще, до чего вы довели это все говно? Вы думаете, я на промоушен это не пихну? Я могу сказать больше, я могу прийти с фразой, я дико извиняюсь, я за свои бабки это буду промоутить. Ну вот прям давайте промоутить, все. Нет, чуваки, вы прям охренели, правда. Я вообще не понимаю. У нас, с одной стороны, блокируют все соцсети, и у нас весь маркетинговый бизнес полетел вообще к фигам. Все блогеры сидят, ревут. В моем случае, ну, я человек суеверный немного, тьфу-тьфу-тьфу. Вот, как бы спасибо, что у меня есть отдельные там и бюджеты, и там еще есть отдельные люди. Ну, в общем, все там как бы окей, нормально, но это опять же заранее все это обдумывалось, что как будет. Но при этом всем у нас кроме блокировок еще разрешили официальное оскорбление. Причем по телеку. То есть, по сути, я могу прийти на какое-то шоу телевизионное и начать оскорблять людей. А мне никто ничего не сделает. Мне вот такой пример показали. Как вам? Слушайте, а если у нас политики начнут оскорблять в открытую по телеку людей? Ну, потому что, ну, а чё нет? А чё в этом такого, да? Нам такой пример показали, это вот разрешили. Телеканал ничего не сделал, у нас отдельные люди, никто ничего не сделал. У нас Роскомнадзор почему-то блокирует сайты каждый день по тысячам штук, но вот это все нормально. Ну, вот с этим у нас все нормально, это можно. Почему-то женщинам говорят, идите рожайте. Говорят, чуть ли не с 16 начинают. Без шуток. В России несколько лет уже работает закон, что если девочка в школе забеременела, то в целом ей даже денег дадут. Ей экзамены закроют, ей все в этот. Но она вот должна родить, потом второго родить. В этот момент ее оскорбляют, 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 потому что это у нас можно теперь. А, а, и все. И вот так девочка, не окончив нормально школу, в итоге получает только оскорбления и инкубатором детей работает. Вам как вообще? А никого не смущает, что у нас самый крупный маркетплейс, то есть как бы ты захочешь, там можешь найти все. У нас Wildberries. Он называется Wildberries. Создательница женщина. И везде, где говорят про этот маркетплейс, выходит она. И она очень много чего не рассказывает про этот маркетплейс. Это абсолютно правда, она очень много чего скрывает, но есть у меня мнение, наверное, как дипломированного, без шуток, дипломированного экономиста, что она шарит, она не просто женщина, которую там наняли, или просто она там сидит и за нее все делает. Поверьте, она шарит. Как минимум, когда она говорит о экономике, куда движется, и ее действия компании. Компания очень противоречивые, многие любят, многие не любят. М, Ну, потому что очень крупная и очень резко разрослась компания. Но в целом, почему одна из ведущих ну, вот в списке Forbes,
У нас там женщина, которая открыла компанию с нуля. А ее тоже можно оскорблять? Ну, и это у нас только на определенных женщин или у нас на всех? Поэтому, как бы, ну, сказать честно, я не знаю, к чему это вести. Конец этого всего ролика, потому что я, наверное, дорассказал уже. Но, ну, я в афиге. Я не мог просто промолчать. Я просто в афиге. Скажу честно, я просто в афиге. Вообще, что у нас происходит, блин? Просто, как сказать, я прекрасно понимаю, что, во-первых, женщин с нифига разрешили оскорблять, после женщин начнут еще кого-то оскорблять, потом еще что-то, а потом, ну это какая-то охота на ведьм. Я тебе извиняюсь, ну это пиздец. Так, вот ты, ей, запикаешь потом. Вот, не, ну я в афиге. Что я могу сказать? Слушайте, смотрите подкаст, там другое, там мне там что-то еще должно выйти. Вот. Мы новый проект сняли, пилот. Бэкстейдж тоже выйдет. Раньше, чем пилот. Но сам факт. Да, ну я в афиге. Че, подписывайтесь, ставьте лайки. И, пожалуйста, никого не оскорбляйте, правда. Особенно вот, ну, просто без причины, потому что захотелось. Это низко, как минимум.